Война. День 329. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня в Броварах разбился вертолет с руководством Министерства внутренних дел на борту. Глава МВС Денис Монастырский погиб. Вертолет упал в районе детского сада. В результате падения погибло 18 человек, в том числе 3 детей. На борту вертолета находилось 9 человек. Все они погибли. На данный момент причины авиакатастрофы достоверно неизвестны и потребуется время для расследования этого. Альянс Свободы. Британия передает Украине 12 современных танков Challenger 2, которые являются одни из самых защищенных в мире. Недостатком для Украины может быть их вес, в полной оснастке 75 тонн. Но все основные мосты способны выдержать такую нагрузку и даже больше. Проблемным может быть пересечение лишь небольших старых мостов на дорогах местного значения. Но в целом, неоснащенный танк имеет вес 63 тонны, а это уже вес, на который рассчитаны и более старые мосты. Таким образом, танк можно довести куда угодно и оснащать его уже непосредственно перед фронтом. В целом 12 танков не могут оказать какого-то ощутимого воздействия и переломить ситуацию. Но это важный сигнал миру о поставке современных танков Украине. И если другие страны последуют примеру Британии, влияние может быть очень существенным. Восток. Идут бои по линии Сватово-Кременная. На недавних кадрах видны украинские войска на восточной окраине Новоселовского. Поселок разрушен, но похоже, украинские войска контролируют то, что осталось. Продолжаются бои вплотную к Кременной. Россияне сейчас активно атакуют на правом берегу Северского Донца Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное. После захвата станции Соль-Солидаря россияне сосредоточили силы на Краснополевке, севернее, но тут атака их была неуспешна. Также продолжаются атаки на сам Бахмут, но похоже, что после полугода атак в лоб теперь российские войска все же пытаются обойти город Слангов. Для этого они атакуют Клещивку на юге, где российские войска вошли на окраину села. Но, учитывая украинские укрепленные позиции на возвышенности поблизости, это не имеет большого значения. Дальше обстрелы Нью-Йорка и атаки Северного. Продолжаются ожесточенные бои в районе Авдеевки, где россияне пытаются обойти город с севера, атакуя Каменку и Красногоровку, и с юга, атакуя Водяное и Первомайское. Но как уже стало привычным, атаки их были безуспешны. О сложной ситуации сообщают из Марьинки, где россияне продолжают ежедневно продвигаться на несколько метров. Украинские силы отражают атаки россиян на Победу, Новомихайловку, Пречистовку и Большую Новоселку. Российская армия, похоже, ищет в этом районе слабое место для потенциальной предстоящей наступательной операции. Дальше обстрелы, но без изменений линии фронта. Спасибо за просмотр, буду благодарен лайкам, подписке, комментариям. Также буду благодарен всем, кто захочет стать спонсором, и тем, кто уже ними стал.